Всем привет, меня зовут Дмитрий Обрусник, я разработчик компании Smart Business. И сегодня я хочу вам рассказать о новом о такой новой функциональной возможности, как wrapping метод или chain of command. Это мой план на сегодня. Что такое chain of command и вообще что из себя это представляет? Все мы знаем, что Dynamics 365 Operation, то есть Microsoft позиционирует себя в том, что разработка должна вестись через extension, то есть мы не должны изменять стандартные объекты. И в данном этапе эта возможность – это расширение функционала экстеншена. Сразу покажу пример, что из себя это представляет. Хорошо видно? Вот у нас есть какой-то базовый класс, в котором есть набор методов и так дальше. И представим, что нам нужно изменить логику одного из методов, который рассчитывает сумму, например, вот этого. Без chain of commands мы бы делали события, то есть pre- или post-ивенты. Но это не всегда хорошо, потому что, скажем так, это некрасиво с точки зрения кода. И еще есть ряд функциональных возможностей, то есть ограничений. И Microsoft предложили такую возможность, как chain of commands. То есть, что мы должны сделать, чтобы создать wrapping метод? Мы должны объявить класс extension, как мы видим, и в нем, скажем так, написать метод с такой же сигнатурой, как в базовом, и обязательным условием есть это вызов ключевого слова next. И next говорит нам о том, что нужно вызвать цепочку выполнения дальше, то есть next calc amount. Мы вызываем выполнение метода дальше. В чем главная особенность цепочки? Все мы знаем, что у нас может быть несколько экстеншенов. И каждый из этих классов добавляет какую-то реализацию в базовый метод. И основная, скажем так, основная фишка в том, что все вот эти методы, они на этапе выполнения записываются в список, в какую-то цепочку команд и выполняются постепенно. Во внутренней реализации это стек, которые все вот такие методы записываются в стек. Поочередно, каждый раз, когда мы вызываем next calc amount, вызывается еще один метод. То есть, например, есть один класс extension, второй, то есть там было плюс 15, здесь плюс 20. Примеры примитивные, но и третий. На этапе выполнения у нас произойдет следующее. Сейчас я вам... То есть у нас вызовется первый метод, next вызовет реализацию второго экстеншена, в том же next вызовет реализацию третьего, и на самом последнем этапе, когда уже экстеншена не будет, вызовется реализация базового метода. Реализация в базовом классе. И потом же, то есть цепочка будет выполняться в обратном порядке. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Так, бряку нужно поставить здесь. Еще одна главная особенность, мы не можем контролировать приоритет. То есть вот этот список реализации заносится в каком-то рандомном порядке. Мы не можем сказать, что реализация нашего метода должна выполняться, то есть она должна иметь самый высокий приоритет и выполняться сразу же после базового. Мы такого сделать не можем, мы просто пишем, и дальше компилятор сам определяет, когда ваш метод будет вызываться. И вот как это работает. Один экстеншн, второй и третий. Запускаем. Вот у нас, смотрите, первый экстеншн. Мы зашли, видим next calc amount, идем внутрь, перешли, видите, ST115 base 1, это второй экстеншн. Выполняемся.
Заходим дальше. Видите, base 2. В третий extension зашли. Выполняемся. Так как у меня больше классовых экстеншенов не было, оно зашло в базовый метод. Зашло, выполнилось, и дальше смотрите в каком. В том же, да, вопрос. Да, вопрос такой, что базовый метод выполняется самым последним. Да, базовый метод выполняется только один раз. То есть, как мы видим, только один раз он будет выполняться, и он будет выполняться последним. Но в каком порядке будет выполняться реализация, то есть наших экстеншенов, мы не можем это, скажем так, предугадать. Но, как мы видим, видите, как я называл base, base 1, base 2, оно в таком же порядке и занесло их в стек. Но, скажем так, при разработке мы не можем контролировать, там, то есть, в каком порядке мы будем добавлять наши реализации, и мы не можем предугадать, когда наш метод будет выполняться. То есть это будет сразу же после базового, или сразу же перед базовым, или в самом конце. Это один из минусов, кстати, этой функциональности. И вот мы видим, да, мы выходим, и у нас значение, ну, то есть есть какое-то значение, и оно каждый раз будет. Выходим из базового, заходим в base 1, заходим в base, ну и, соответственно, выходим. Вот так, вот в этом и суть цепочки команд. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что мы имеем возможность, скажем так, к контексту объекта. В пост- и pre-event-хендлерах мы не имеем, ну, скажем так, это не так, разработка в не таком явном виде происходит. И вообще, как я с этим столкнулся, у меня была задача, нужно было, есть базовый класс, в котором есть какой-то набор методов, например, метод А. Есть класс-наследник, тоже например, стандартный класс, который не определяет вот этот метод А. И мне, как разработчику, нужно было добавить свою реализацию, свою логику именно в метод А, которого нет в классе наследники. И, скажем так, я не могу использовать ни события, потому что, то есть, метод не переопределяется. И мне в помощь пришла именно вот эта вот реализация. Да, я, скажем так, просто вызвал next, он вызвал реализацию стандартного метода, но все же контекст был именно того класса, который мне нужен. И это очень круто. Так, еще про возможности. Мы можем, скажем так, мы можем оборачивать public и protected методы. Ну или, то есть к private элементам мы не имеем доступ. Если в базовом классе, в базовом методе есть параметры по умолчанию, в методе обертки мы их не должны указывать, то есть этого не нужно делать. Также мы можем оборачивать статические методы. Скажем так, структура та же, мы просто делаем класс extension, повторяем сигнатуру метода, ну и делаем нашу реализацию. И еще одно очень важное ограничение, это что каждый метод должен вызывать next. Каждый метод должен содержать в себе next. Причем next должен быть в глобальном скопе метода. То есть он не должен быть в if, в цикле. Ну, это, кстати, к ограничениям, да, что next не в if не можем заносить, не в цикл не можем, и next не может быть логическим выражением. То есть, если, например, у нас метод базовый возвращает булевое значение, мы не можем это использовать как логическое выражение. Это будет ошибка компиляции. Насчет, ну, как будет выполняться цепочка next в классе, ну, в иерархии классов. Базовый класс, в котором есть метод run,
где есть реализация. В классе А, который наследует базу, нет реализации для run, и в классе Б, который наследник А, тоже нет реализации для run. Тогда, если мы будем делать extension класса Б, и в нем будем вызывать next, у нас реализация, по всей видимости, должна вызываться, то есть она и будет вызываться реализация для базового класса. Это, я думаю, понятно. Соответственно, если есть реализация в классе А мы делаем extension B и вызываем, то будет вызываться реализация класса А. Если есть реализация в классе B, то, соответственно, будет вызываться эта реализация. То есть это, по сути, как наследование, только для экстеншенов. Также с приходом вот этой функциональности добавился один атрибут, это wrappable attribute. Ну и с Hookable они тоже поиграли. Hookable атрибут — это атрибут, который позволяет, он говорит, можно ли вызывать пост и pre-event handler на методе. Если, соответственно, стоит Hookable атрибут false, мы не можем этого сделать. Если в явном и, скажем так, для стандартных объектов, насколько я знаю, Hookable атрибут true стоит по умолчанию. А если вы создаете свои классы, свои объекты, вам, чтобы создавать пост pre-event handler, вам нужно в явном виде указывать Hookable true. Так вот, если на методе стоит Hookable false в явном виде, мы не можем его оборачивать. То есть, если у нас комбинация Hookable атрибут false и к методу, то chain of command нам недоступен. Также нам недоступен chain of command, если у нас метод, скажем так, есть с атрибутом wrappable false. Мы тоже не можем этого сделать. Но если у нас есть метод с модификатором доступа, с модификатором final, то, соответственно, мы при наследовании не можем его переопределить, но если у этого метода есть wrappable атрибут true, мы можем ему сделать обертку. То есть мы можем контролировать, что этот метод нельзя переопределять в классе наследники, но в экстеншене вы можете делать обертки свои и так дальше. Очень удобно. Ну и еще ограничение. Классы ядра, как мы знаем, в Dynamics 365 написаны не на X++, а на другом языке. Да, на другом языке программирования. И, соответственно, Microsoft говорит, что мы можем оборачивать классы только, только классы, которые написаны X++. Соответственно, классы ядра мы не можем оборачивать, хотя экстеншн к ним доступен. Также то есть мы можем использовать вот эту функциональность только к методам, которые компилированы на платформе, то есть на платформе с обновлением 9 и выше. Если у вас есть модель в системе, которая содержит какой-то класс, и вам нужно оборачивать метод из этого класса. Вам нужно взять и перекомпилировать вот эту модель на платформе 9 и выше, и тогда вы можете использовать wrappable. Еще нельзя оборачивать методы, которые находятся в nested классах. Nested классы, как мы знаем, в нашей системе используются на формах. Это там data sources, например, или контролы какие-то. То есть мы не можем оборачивать методы, которые находятся в nested классах. Это тоже ограничение. И, скажем так, из инструментов, насколько я знаю, в девятом апдейте, когда мы делаем cross-reference, ищем, я вам сейчас покажу даже как это работает, точнее как это не работает. У меня сейчас стоит система, то есть 9-й апдейт стоит. И если я в базовом классе хочу найти все ссылки, смотрите, нашло. Скажем так, в 9-й версии, как я знаю, эта штука не работала, буквально до презентации.
Но Microsoft говорили, что они это исправят уже в 10-й версии. Но, как видим, оно нашло только один, видите, только то есть Base Extension. Base 1 и Base 2 в классах оно не увидело. Они говорят, то есть Microsoft говорит, что оно работает не полностью, и мы это исправим. И еще примеры, то есть как вообще, если у нас есть метод на табличке, например, метод insert, да, и мы хотим сделать обертку для него. Мы просто объявляем класс extension, то есть для таблички, пишем сигнатуру метода одинаковую, делаем, то есть какая-то своя логика, в данном случае это плюс равно 2, 0,2, и вызываем next insert. И если есть еще, то есть, и дальше next insert вызовет, соответственно, цепочку других методов, если они имеются. На форме все абсолютно так же. Если у нас есть форма, здесь есть метод init или myInit, нужно сделать какой-то wrappable метод, абсолютно тоже делаем. То есть сигнатура, класс extension, одинаковая сигнатура и своя реализация. И обязательно вызовем, то есть, чтобы было next и название метода. И еще пример посложнее, то есть то, почему я вообще использовал, почему я вообще столкнулся с этим. У меня есть класс sesFromLetterConfirm, который не содержит метод validate, то есть он его не переопределяет. Но класс, который он наследует sesFromLetter, переопределяет метод validate. И, например, вам нужно добавить какую-то проверку, но вам нужно добавить проверку sesFromLetterConfirm, это подтверждение заказа на продажу, и добавить какую-то проверку. Но вы этого никак не сможете сделать, да, если без этого у вас нету ни post, ни pre, handler вы не можете сделать, потому что этот метод, его, как мы видим, да, сейчас я покажу, его попросту нет в списке преопределенных методов. И моя задача была, то есть нужно было вписаться именно, добавить свою проверку. И вот с помощью wrappable метод мы вызываем, да, как супер, да, в классах-наследниках. Вызываем и возвращаем значение. Все очень просто. Еще один момент странный, с которым я столкнулся, это как я нашел, я попытался это, скажем, повторить, да. Как мы видим, здесь есть метод, который я создал чуть более ранее, в котором вызывается next дважды. Причем второй next вызывается в if. Что самое интересное, я пытался повторить это, скажем так, сегодня, вчера. У меня были ошибки компиляции, но вот этот метод я написал, может, неделю, может, 2 назад. И я думаю, что Microsoft просто исправила. То есть раньше можно было один раз next, то есть это то, что я видел, next мы вызываем в глобальном скопе метода, а один раз, да, то есть как вы хотите, может, если метод ничего не возвращает, то есть если метод даже что-то возвращает, просто как пустышку вызывайте, и дальше ваша логика. И я вызывал next в while, то есть в цикле, в if засовывал, дважды вызывал, трижды, и у меня все работало. И я думал, что ух ты, круто, но видите, как они, походу, это исправили, и теперь я пытался вызвать next дважды, а у меня были ошибки компиляции. Вот это все, по сути. Нужно, да. Это как наследование, да, только для экстеншена. Да. То есть, как мы все, да, главный минус, кстати, на том же Axax форуме, что были вопросы, то есть было бы очень здорово, если бы можно было задавать приоритеты выполнения, да?
Но этого нет, и это огромный минус, потому что мы не можем контролировать то, когда наш метод будет выполняться. И какое значение придет туда. Ну, то есть придет из next. И не бросить ли next exception. То есть мы это не можем контролировать. У нас нет, скажем так, способа создания приоритетов для выполнения. Это один из главных минусов. Еще я, наверное, покажу внутреннюю реализацию. Я открыл базовый класс, базовый класс STP 115 Base. И это C# код. Не пугайтесь. Что-то тупит. И реализация такова, что каждый класс содержит в себе, ну, каждый объект, да, это будь то табличка, форма или обычный класс, содержит в себе такой себе public класс st, ну, то есть название нашего метода COC helper, то есть chain of commons helper, в котором есть это список делегатов. Это такие типы, то есть, кто не знает, делегат в себе может содержать ссылки на другие методы. И, ну, то есть это что-то типа события, что мы подписываемся на это событие. Также делегат мы можем то есть подписаться на делегат, да, записать туда, что нужно понять вот это, вызвать делегат, и он выполнит уже все 3 действия или больше. То есть список вот этих делегатов, есть public static метод, который повторяет сигнатуру, и меня спрашивали, как так, что мы можем иметь доступ к public и protected методам. Мы это можем иметь, ну, то есть доступ предоставляется с помощью того, что передается ссылка класса, то есть инстанс объекта, которого мы делаем extension. Вот. Везде, видите, везде передается 115 base. Ну и, естественно, дальше аргументы метода. Вот. И, как я уже говорил, просто все методы каким-то рандомным образом запихиваются в список, и оттуда уже выполняется по очереди. И когда список пуст, выполняется реализация базового класса, базового метода. Ну и дальше, естественно, в обратном порядке. Почему они до этого не додумались раньше, я не знаю. Прикольно. Ну, скажем так, они, судя по вот этому функционалу, они идут к тому, чтобы, скажем так, сделать технологию экстеншена все, скажем так, более удобной для кастомизации стандартных объектов. Чтобы мы себе не отказывали, разработчики не отказывали себе ни в чем, да. Но это все равно невозможно. Ну, еще вопросы есть? Да, ну... Была большая проблема, когда мы имели не только позволяет для меня очень важно возможность доступ к переменным фактам. Раньше Ну да. Ну, мы это все могли, скажем так, могли взять с помощью рефлексии, но все мы знаем, что Microsoft говорит, что разработка должна быть, скажем так, явной, да, вся реализация должна быть красивой, явной и поменьше использовать рефлексии и событий.
И вот они добавили вот именно вот этот wrappable метод для того, чтобы... Ну, private переменные, private объекты мы с помощью вот этого механизма тоже не сможем достать. То есть только protected или public. И, соответственно, если есть атрибуты, да, на методе, то там, wrappable false или hookable false, то тоже ничего не получится. Это все. Спасибо.